Кто никогда не стоял на ковре с поднятой рукой и не слушал на пьедестале гимн своей страны, тот никогда не поймет этих атлетов, посвятивших всю свою жизнь самбо. В первую очередь надо очень любить спорт. Нужно уметь преодолевать трудности, и обязательно должен быть характер. Без этого никак. А с характером Зафару Аллабергенову повезло. Спуска не давал ни отец, ни тренеры. Это сейчас его знает весь Узбекистан как чемпиона Азии, победителя азиатских игр и международных турниров по самбо. Он даже получил награду из рук президента. Наш президент награда Шавкат Мирзаев Мараманович. В 5 лет его отец привел за руку к своему лучшему другу, тренеру Ихраму Атаеву, который научил бороться, а потом определил в ученики к первому чемпиону мира по самбо из Узбекистана Рахиму Маршарипову. К слову, это еще один друг детства отца, с которым они вместе со школьной скамьи. Пришел, сказал, я хочу заниматься, я занимался, я хочу как бы чемпионом стать. Я говорю, это проверим, это время покажет. Хорезм, может, этот парень работал дома. У нас узбекская обычай есть сад, это своей работы, у нас сила будет. В многоэтажных домах ребята ничего не делают, но, может быть, компьютеры сидят. Но они год занимаются, себе берут, качаются, а второй год, может, уже ровным, которые сильными пацан, которые ты доверяешь, что станешь ты, этот парень хороший, сильный. А через год, он может вот это, который парень так не сильный, а может равно будет потом через год. Я, как и все наши мальчишки во дворе, тоже дрался на улице. Но тренер объяснил, на улице кулаками никому ничего доказать нельзя. Нужно идти и показывать свою силу и ум на арене. Плюс Рахим Ака очень хороший тренер. Помимо тренировок, он рассказывал, как жить, где учиться и работать, помогал с уроками. И даже по поводу женитьбы я с ним советовался. В советском спорте, в 89-м, чемпион 57 килограммов, Рахим Маршарипов, город Ургенч. А у тренера своя, особая философия в воспитании настоящего спортсмена. Некоторые хобби, рыбалка туда, а у меня хобби вот быка растить. Здесь огурцы, вот огурцы. Помидоры вот это болгарские перцы, вот цветы, розы. Я сам люблю. Хороший спортсмен, не богатый семьи получается. Их жизнь учу. Это учу, чтобы они чем-нибудь занимались, чем-нибудь кормили, чтобы когда растет, чем-нибудь занимались они. От человека зависит, это весь мир видишь, учеников, их хорошие слова. Каждый пальцем показывает, вот чемпион, спасибо отцу, спасибо матери. Вот этот человек, весь свой Узбекистан, весь мир знает, что его семью, свою родину. У Зафара большой гостеприимный дом, большая семья. Так принято в Узбекистане. Кроме него 4 братьев, родители, племянники и своих 3 детей, младшему из которых нет и года. Будущий олимпийский чемпион. Иншаллах. Все, включая соседей, непременно сидят у экрана телевизора, наблюдая за выступлениями Зафара на соревнованиях и с нетерпением ждут его возвращения домой. Все награды с потом и трудом дались.
А это с кровью. Травма была. Доктор не хотел даже до соревнования допускать. От своего старшего сына Сарбона, кстати, названного в честь друга самбиста из Ташкента Сарбона Ерназарова, Зафар не скрывает: хочешь быть профессиональным спортсменом? Будет трудно, но оно того стоит. И отдыхать на рыбалке на берегу прекрасной и стремительной Амудрии придется нечасто. Лишь изредка вот так постоять с удочками в руках, поплавать и набрать полную грудь горячего узбекского воздуха и дальше сосредоточенно покорять одну вершину за другой, исполняя собственную мечту – стать олимпийским чемпионом. Когда стоишь на ковре на соревнованиях, мысль одна – только победить. Дороги назад нет. Еще про родителей думаю, что так много тренировался, а как вернуться, если проиграю? Что я скажу родным, тренеру? Тренер всегда говорит: будет цель, дорогу покажем. Эти 33 километра из родного Ургенча до старинной, легендарной Хивы спортсмены знают наизусть. Ведь именно здесь они бегают кросс, готовясь к ответственным соревнованиям. Туда и обратно. Даже в плюс 45. Сюда, где останавливались тысячи караванов Великого Шелкового пути, которые соединяли Ближний Восток и Средиземноморье с Индией и Китаем, в старинную пятничную мечеть X века в хивинской крепости Ичан-Кала, приходят помолиться, попросить сил и здоровья себе и своим близким. Зафар сам защищает честь страны на соревнованиях и воспитывает подрастающее поколение. Таких спортивных школ, как эта, в далеком от столицы Ургенчи, десятки в Узбекистане и тысячи в мире. Приходят сюда мальчишки с улиц, кого-то приводят родители. Возможно, среди них тренируются и будущие чемпионы. Запомните их лица. Начиналось самбо в Узбекистане в 50-е с обычных спортивных секций при «Динамо», «Локомотиве» и спортивном клубе армии. А уже потом весь мир узнал таких самбистов, как Владимир Гуляев, Ринат Карипов, Равшан Гулямов. Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо в этом году пройдет в Ташкенте. Спортсмены разыграют 21 комплект медалей, 14 в спортивном самбо, по 7 среди мужчин и женщин, и 7 в боевом самбо среди мужчин. Это будет первый чемпионат мира, который пройдет в рамках новых весовых категорий. Команда Узбекистана – одна из сильнейших на соревнованиях. Уровень подготовки у них очень серьезный, они могут рассчитывать на высокий результат. Из десятков участвовавших в отборе путевки в финал получат единицы. Из Самарканда и Бухары, Ургенча и Ташкента. Но большинство из них из небольших городов, отдаленных деревень и поселков будут завоевывать место под ярким узбекским солнцем. Пожелаем им удачи!